Каждый раз, когда туристический сезон в Турции на пике и люди массово выезжают из отелей Анталии, Бодрума или Кемера, разыгрывается одна и та же драма. Туристы думают, что раз они заплатили за все включено, то могут забирать из отеля абсолютно все, что душе угодно. Если вы тоже так думаете, то глубоко ошибаетесь. На выходе из отеля вас могут остановить, заставив краснеть перед сотней других иностранцев из-за того, что вы решили прихватить на память то, что брать категорически нельзя. Давайте честно, система All Inclusive ломает логику многим нашим туристам. Кажется, если путевка стоила приличных денег, то вы имеете право отбить ее до последней салфетки. Но в 2026 году правила игры изменились. Отели не просто считают свои убытки, они начали открытую войну против несунов. Сегодня мы разберем жесткие правила турецкого гостеприимства, которые спасут ваш кошелек от гигантских штрафов, а вашу репутацию от позора. Досмотрите до конца, потому что в середине я расскажу историю, от которой вы либо схватитесь за голову, либо сгорите от стыда за своих соотечественников. Поехали! Кстати, напишите прямо сейчас в комментариях, вы лично хоть раз уносили со шведского стола персик или булочку, или считаете, что это абсолютное табу. Только честно, а мы переходим к тому, что вы можете забрать домой с чистой совестью. Итак, начнем с хорошего. Есть вещи, которые вы имеете полное право забрать из отеля совершенно легально. Более того, отель хочет, чтобы вы их забрали. Загибайте пальцы. Одноразовые тапочки, мини-шампуни, кондиционеры для волос, гели для душа, лосьоны, крошечные наборы для шитья, шапочки для душа и блокноты с фирменными ручками. Почему же администрация не будет против? Все просто. Стоимость этих мелочей уже до копейки заложена в цену вашего номера. Для пятизвездочного гиганта это копеечные расходы, но огромный плюс к маркетингу. Когда вы приедете домой и через полгода достанете ручку или гель с логотипом отеля, вы вспомните свой отдых. Это бесплатная и очень эффективная реклама для гостиницы. Так что берите смело, упаковывайте в косметички, это ваши законные сувениры. Но здесь есть тонкая грань. Обратите внимание, забирать можно только одноразовые флаконы. Если в вашей ванной комнате висит большой дозатор с мылом или шампунем, намертво прикрученный к стене, его опустошать или пытаться открутить нельзя. Это многоразовая тара, имущество отеля. Вам, наверное, сейчас смешно, а турецкие горничные рассказывают, что регулярно сталкиваются с попытками слить дорогой крем для тела из настенных дозаторов в пустые пластиковые бутылки из-под воды. Пожалуйста, не делайте так. И не удивляйтесь, если в вашем номере вы не найдете привычных крошечных баночек, а увидите только стильные большие дозаторы на стене. Если их нет, это не жадность отеля, а их забота об экологии. В современных отелях, особенно в топовых пятерках, идет активная борьба с пластиком. Многие сейчас переходят на концепцию Zero Waste, то есть ноль отходов. Это новая норма, к которой нам всем пора привыкать. А теперь переходим к категории вещей, за которые вам без лишних разговоров паяют огромный штраф при чекауте. И возглавляет этот список отельный текстиль. Запомните раз и навсегда. Белоснежные махровые полотенца и пушистые халаты – это строжайшая собственность отеля. Попытка вывести их из номера на память, то самое мягкое полотенце или халат, в который так приятно заворачиваться после душа, может стоить вам от $50 штрафа на ресепшене и полностью испорченного настроения в день выезда. Каждая горничная при уборке и особенно при вашем выезде пересчитывает количество полотенец. И если одного не хватает, информация мгновенно летит на стойку регистрации. Да и давайте включим логику. Зачем вам в чемодане вещи, которыми до вас уже сотни раз пользовались совершенно чужие незнакомые люди? Это же просто не гигиенично. И если вам кажется, что люди иногда случайно кладут в чемодан только лишние полотенца, то вы сильно недооцениваете человеческую фантазию. По рассказам сотрудников отелей, список находок и попыток вывоза порой выглядит как сценарий комедии. Знаете, что самое странное пытались увезти туристы из турецких отелей? Вот небольшой рейтинг. Первое – это пульты от телевизоров, видимо на память о любимых турецких сериалах. Второе – батарейки из этих самых пультов. Да, люди выковыривают пальчиковые батарейки, чтобы сэкономить пару копеек, при этом заплатив 1000 за отдых в отеле 5 звезд.
Третье – декоративные подушки. Да-да, те самые, которые украшают кровать. Видимо, кто-то решил, что интерьер их дома без них смотрелся слишком бедно. Но абсолютные чемпионы абсурда – это те, кто пытается снять шторы. Вы не ослышались, горничные не раз находили номера, где окна остаются голыми перед выездом, потому что гость решил, что шторы из отельного люкса идеально впишутся в его домашнюю спальню. Также в списке хитов картины, настольные лампы и даже таблички с номерами комнат, открученные прямо с дверей. Самое смешное, когда их ловят, они делают удивленные глаза. Ой, а я думал, это входит в стоимость номера. Ребята, в стоимость входит ваше проживание и сервис, а не мебельный гарнитур и домашний текстиль. Не пытайтесь превратить чемодан в склад, это уже выглядит как диагноз. Следующий пункт, на котором попадаются тысячи туристов, это незаконное использование мини-бара в номере. Если в вашем ультра все включено, мини-бар бесплатный, вопросов нет. Но если вы отдыхаете в концепции, где за него нужно платить, помните, обмануть систему не получится. Некоторые думают, что они самые умные, выпивают элитный алкоголь из мини-бара или газировку, а потом покупают в местном супермаркете дешевый аналог и ставят внутрь. Или, что еще хуже, наливают в бутылочку обычную воду. Персонал отеля проверяет мини-бары ежедневно, и они прекрасно знают все эти уловки. Все съеденные шоколадки или выпитые позиции фиксируются. Если вы что-то взяли или заменили, будьте готовы, что этот счет вам предъявят при выезде. Любая попытка скрыть этот факт – это мгновенное падение уровня доверия к вам и гарантированный скандал. Но самая частая, самая массовая и раздражающая ошибка – это вынос еды со шведского стола. Давайте разберем философию all-inclusive, раз уж многие ее недопонимают. Все включено означает, что вы можете есть и пить сколько угодно в любых количествах, но исключительно внутри ресторана или бара отеля. Как только вы пытаетесь вынести фрукты, оливки, мед, сыр или булочки в сумке, карманах или пакете, это становится прямым поводом для охраны остановить вас на выходе. Отели вводят эти жесткие запреты не просто так, не из жадности. Первая причина – это строжайшие санитарные нормы. На турецкой жаре вынесенная курица, сыр или пирожное с кремом портятся за 20 минут. Вы съедите это в номере через 3 часа, получите жесточайшее отравление, а винить будете отель. Администрации эти судебные иски и разборки совсем не нужны. Но есть и вторая, гораздо более неприятная сторона, о которой вы редко задумываетесь. Оставляя в номере остатки еды, недоеденный персик на тумбочке или крошки от булочки в ящике стола, вы буквально приглашаете в свой номер незваных гостей. Турецкий климат – идеальный рай для муравьев и тараканов. Стоит вам один раз забыть огрызок яблока на тумбочке, как через сутки в ваш номер заселится целая колония муравьев. Поверьте, вывести их из гостиничного номера задача почти невыполнимая, ведь отель не может просто травить их ядами, пока там живут люди. Это бесконечная головная боль для администрации и испорченный отдых для вас самих. Неужели ваш кусочек сыра стоит того, чтобы делить кровать с насекомыми? Конечно, администрация отеля не звери. Если вы берете в руку одно яблоко, банан в дорогу или пару печений для маленького ребенка, никто не станет устраивать сцену. Это негласная норма. Но когда люди начинают формировать в своих номерах полноценный склад провизии, таская тарелки с едой с обеда, завтрака и ужина, это уже называется воровством. Не стоит рисковать своей репутацией и честью своей страны ради килограмма лукума, который в магазине за углом стоит $3. А если вы вообще любите привозить из Турции что-то вкусное, качественное или выгодное, то я уже собрала для вас все самое интересное в плейлисте «Шопинг в Турции». Там актуальные цены, обзоры продуктов из супермаркетов и одежды. В общем, все то, что стоит везти домой. Ссылка на этот плейлист будет в закрепленном комментарии. Обязательно загляните туда перед поездкой. А теперь та самая история, которая произошла в Анталии пару лет назад и мгновенно стала легендой среди турецких ательеров. Вы думали, что все включено – это когда можно вынести весь ресторан? Поверьте, после этой истории вы будете выходить из шведского стола с абсолютно пустыми руками, просто чтобы, не дай бог, не показаться похожими на этих героинь. В одном из роскошных 5-звездочных отелей Турции прогремел грандиозный скандал. 2 туристки решили, что оплата за путевку дает им право на полную эвакуацию кухни. Они умудрились попытаться вывести из отеля, только вдумайтесь, 35 килограммов еды, 35.
Они действовали по четкой схеме. Каждый день приходили на завтрак, обед или ужин, фасовали по пакетам и сумкам абсолютно все, от элитных оливок и сыров до сухофруктов, лукума, яблок и даже порционной заварки чая из сахара. Все это добро они постепенно складывали в свои чемоданы прямо в номере. Они думали, что их никто не заметит. Но горничная отеля во время уборки заметила их набитый чемодан и сообщила об этом в администрацию. Охрана вежливо, но непреклонно попросила их открыть чемоданы прямо в номере в присутствии свидетелей. Представьте этот позор. Тонны еды, завернутые в отельные пакеты, вытряхивают на кровать под камеры телефонов персонала. Многие скажут «фейк», но спросите любого менеджера отеля в Турции, и он расскажет вам свою версию этой истории, только имена меняются. Видео разлетелось по сети. Хотите себе такую популярность? Вряд ли. Отели в 2026 году следят за этим максимально жестко. Если на выезде в вашем багаже найдут гору продуктов или спрятанный халат, вы не просто заплатите унизительный штраф, вы попадете в так называемый черный список всей сети отелей. Это значит, что следующий ваш отпуск в Турции закончится на этапе бронирования, вам просто откажут в заселении в приличные места. Поэтому забирайте то, что и так ваше по праву: тапочки, шампуни и наборы для шитья. Это легальные и приятные сувениры. А еду оставьте в ресторане, поверьте, там на свежем воздухе и в красивой атмосфере она в 100 раз вкуснее. И раз уж мы заговорили о правилах поведения, давайте кратко пройдемся по этикету, который отличает цивилизованного человека, туриста от дикаря. Во-первых, дресс-код. Не приходите в главный ресторан в мокрых плавках или купальниках. Это неуважение к окружающим и банальная антисанитария. Во-вторых, приветливость. Простое турецкое «мераба», «здравствуйте» или «тешеккюр эдерим», «спасибо» в адрес официанта или уборщицы творит чудеса. Персонал моментально запомнит вас и будет обслуживать по высшему разряду. В-третьих, не занимайте шезлонги полотенцами в 6 утра, если собираетесь прийти туда только после обеда. Уважайте, пожалуйста, других гостей. Ну и, конечно, помните о тишине в коридорах после 22:00. Люди приехали отдыхать, а не слушать ваши караоке-баттлы. А теперь самый главный вопрос к вам, друзья. После всего услышанного давайте подискутируем в комментариях, как вы считаете, нормально ли выносить еду со шведского стола, хотя бы фрукт или выпечку, раз уж за все уплачено. Или это абсолютный позор, нищебродство и воровство, которому нет оправданий? Пишите свое жесткое, но честное мнение в комментариях, мне безумно интересно почитать. Отдых – это прекрасное время, и турецкий all-inclusive создан для того, чтобы вы чувствовали себя королями. Но королевские манеры исключают воровство, полотенец и вынос еды килограммами. Будьте выше этого. Лучше сходите на базар или в хороший магазин. А чтобы вы не тратили деньги на ерунду, посмотрите мое видео, что действительно стоит привезти из Турции. Там собраны лучшие идеи подарков и покупок из обычных супермаркетов, которые порадуют вас и ваших близких, а не станут пылесборниками. Переходите по ссылке на экране, подписывайтесь на канал, чтобы путешествовать красиво и без скандалов, и ставьте лайк, если это видео открыло вам глаза на некоторые правила. До встречи в следующих выпусках. Пока-пока!